Что такое пуховый спальный мешок в общепринятом таком представлении? Да? Это, как правило, мумия. Это, как правило, дорогой спальный мешок, который используется альпинистами и горными туристами. Что такое пуховый спальный мешок по версии Black Deer? Вот тут просто разрыв шаблонов. Во-первых, он относительно недорогой. Во-вторых, это не мумия, а одеяло. Одеяло, друзья мои. Спальный мешок одеяло. А в-третьих, он сделан, то есть есть разные варианты во всей линии спальных мешков. От минус 10, то есть действительно от холодной какой-то погоды ночной. Но вот этот конкретный, который мне больше всего и понравился своей дерзостью, он сделан на комфортную температуру 5-15. Плюс 5, плюс 15. Это очень необычно, это очень непривычно. Но зачем все это? А затем, что это сверхлегкий, ультралегкий, легкоходский спальный мешок, при этом одеяло. И еще одна совершенно сумасшедшая история. На этом спальнике наличествует молния с клапаном, с тепловым клапаном. И этот спальник можно использовать как пончо. То есть вы просто его расстегиваете и надеваете на себя и ходите. Если вдруг вот случилась такая история, что вам холодно, вы накинули и вам тепло. Фактически вы в пуховике. Всего у фирмы Black Deer сейчас 3 вида вот этой модели спальных мешков. Они есть с набивкой пуха 240 грамм, 600 грамм и 800 грамм. Спальники состегиваются, но какая модель с какой состегиваются, это вам нужно контактировать с продавцом, если вы будете заказывать состегивающуюся модель двойную. Спальники выпускаются в 2 размерах. Старшие модели выпускаются 190 на 80. У них еще есть капюшон. А младшая модель, вот эта легкоходная, она выпускается в размере 180 на 72. Фактически вес спальника оказался даже немножко меньше, чем заявленный. Заявленный 700 грамм у этой модели, у старших моделей 1100 и 1300. А у меня вот эта модель полностью я взвешивал, получилось 563 грамма. И реально это полукилограммовый спальник, который вы несете в походе, под которым можно спать, потому что он теплый, он пуховый, он, круто. И еще им можно накрываться как одеялом, и еще использовать как пончо. Блин, классно. На старших моделях используются теплые швы. На младшей они не используются, но вы знаете, это невозможно назвать недостатком, потому что при таких температурах комфортного, плюс 5, плюс 15, вы не почувствуете разницу между теплыми швами и холодными швами. Холодные швы прошивают спальник насквозь, теплые швы отстоят друг от друга и создают эффект, при котором не происходит мостика холода. Вот, в старших моделях они оправданы, и они там есть. Старшие модели и дороже. Тут и получилось, что это пуховый спальник, недорогой пуховый спальник одеяло. Вот мне это очень нравится. Я использую и спальники коконы, у меня достаточно большой опыт, но в экспедиции в этом году я, например, использовал большое теплое одеяло, я раскидывал его, расстегивал. Ты просто спишь, если погода нормальная, если ты просто спишь, накрывшись одеялом, как дома. А только если холодает, ты можешь спокойно завернуться, застегнуться и спать дальше в нем, как в спальнике. Спать, накрываясь коконом, не очень удобно, потому что вам нужно будет, по крайней мере, туда ноги засовывать внутри, в эту конструкцию, или в мумию тем более. А здесь такая свобода использования. И еще наличествует легкий запах, но совершенно не критичный, какого-то пуха. Я думаю, что с использованием этот запах просто уйдет и выветрится. Это только он сейчас свежий, но еле-еле уловимый, на расстоянии уже никак. Еще младшая модель не имеет компрессионных стяжек, старшая модель имеет компрессионный мешок, компрессионные стяжки на мешке, а это просто запихивается. Дело в том, что эта маленькая упаковка, она достаточно мягкая, и если вы плотно запихиваете рюкзак, то он просто займет там все свободное место и не будет занимать много места, потому что вы можете засунуть куда-нибудь в угол, сплющить и оно будет занимать совсем немного. Личные впечатления от использования этого спальника. Мы как раз сейчас ходили, и было достаточно тепло, и мне было вполне комфортно. Конечно, я чувствовал его как очень легкий, но и нести было на себе очень приятно, потому что фактически получается, что если палатка весит где-то 1,5 килограмма и спальный мешок весит полкило, чуть больше полкило,
то весь ваш комплект укладывается в 2 килограмма, и это очень здорово. А если еще палатку еще меньше сделать, как-то там, да, найти какой-то вариант еще меньше, то вообще это становится идеальной для человека, старающегося облегчить свой рюкзак и, соответственно, получить больше возможностей, например, пройти. Да нормальный спальник, вот у меня нет никаких к нему претензий, я спал в нем, я не застегивался, я накрывал себя, и все нормально было. Вот, что касается использования как пончо. Ну, во-первых, это доставило мне много положительных эмоций. Я зеленое привидение с моторчиком. Во-вторых, да, такую вот, иметь возможность дополнительно утеплиться в прохладную погоду мне никогда не было лишним. Мы много ходим по берегу Финского залива, где начинает внезапно дуть, внезапно бывает похолодает, и накинуть его на себя — это, в общем, хороший, большой плюс. Что нужно помнить при использовании этого спальника как пончо? Нельзя сидеть близко к костру, ну, естественным образом. Это касается и любого, например, пуховика. Да, не стоит садиться, если у вас там какие-то, особенно дрова, которые дают много искр. И, естественно, несмотря на то, что ткань имеет водоотталкивающую пропитку, лучше не попадать с ним под дождь, когда вы носите его как пончо, потому что это все-таки чревато намоканием пуха. Если вы решите покупать такой спальный мешок, если вы укажете, что вы от археологического клуба, то производитель еще подарит вам вот такое прикольное полотенчико из микрофибры, и которое может быть вам весьма-весьма полезно в походе. Но есть одна проблема с этим спальником. У него нет нормального названия. И поэтому мы с производителем решили объявить небольшой конкурс. Я предлагаю вам подумать о том, как можно было назвать эту серию спальников, придумать им названия, которые бы отражали их особенности. Может быть, это одно название с изменяющимися цифрами, например, там 200, ну, если это, например, указывать температуру или граммы пуха. Но в любом случае, чтобы это было понятное и интересное название для серии спальных мешков. Тот, кто придумает наиболее интересное название, получит в подарочек от нас вот такой вот интересный вкладыш в спальный мешок. Вот. Он, кстати, подойдет по цвету к этому спальнику. По моим личным ощущениям, это что-то вроде шелка. Это не утепляющий вкладыш, а какая-то гигиеническая история. Вот. Вот такой вот прикольный вкладыш в спальник мы подарим тому, кто придумает подходящее название серии спальников Black Deer одеяло пончо. Я понимаю, что многие подписчики решат поупражняться в остроумии, но имейте в виду, что я, конечно, все-таки отдам предпочтение тем, кто более-менее серьезно подойдет к этому вопросу. Вот, пишите ваши варианты, и мы выберем тот, который подходит, и обязательно вам пришлем. Всем хороших походов и до встречи в поле.